Стартом того, что сейчас принято называть климатической политикой, стал Киотский протокол. Давайте припомним хронологию, начиная с 2005 года, когда по планете прошла волна ратификации этого документа в десятках государств. К Киотскому протоколу присоединились 192 государства. Но тут есть нюанс, поскольку 192-я подпись – это не государство, а политэкономическое объединение под названием Европейский Союз. ЕС, который со времен нефтяных кризисов 70-х годов самым большим своим страхом, экзистенциальным просто, считает свою тотальную зависимость от первичных энергетических ресурсов. Ну вот не расщедрилась матушка природа на месторождение нефти и газа в этом уголке Евразии. Население Норвегии дважды прокатило с референдумом собственное правительство, ответив «нет» на вопрос о вхождении в состав Евросоюза. Норвегия – это Северное море. Северное море – это много нефти и газа. Но Норвегия не Евросоюз. Нефтяной кризис 1973 года – это согласованное действие стран ОПЕК против стран, поддержавших в очередной войне Израиль. И четырехкратный рост цены нефти особенно чувствительно ударил именно по Евросоюзу, если не считать Англию, которая в те годы была членом Евросоюза. Кстати, информацию о ценовом кризисе 70-х на рынке нефти у нас тоже рассказывают несколько однобоко. Цены подскочили, но спустя год кризис миновал. Миновал. Да вот только цены и не думали опускаться, об этом редко задумываются. Этот устойчивый подъем цены сделал рентабельной добычу на ранее неосваиваемых месторождениях на территории США и в уже упомянутом Северном море. А Северное море ведь не только и Норвегия, но еще и Англия. По непонятным для меня причинам о втором нефтяном кризисе 70-х годов прошлого века вообще не часто вспоминают. Он приключился после исламской революции в Иране и поднял котировки нефти еще в 2 раза. Были у штатов Англии и Норвегии возможности вернуть цены на прежний уровень? Были, но вот как-то не сложилось, случайно, судя по всему. Цены на нефть в 70-е годы прошлого века первый раз выросли из-за действий стран ОПЕК, второй раз это произошло из-за событий в Иране. Но кто оказался конечным бенефициаром? Сейчас уже ни для кого не секрет то, что практически сразу после нефтяного кризиса 1973-1974 годов между Штатами и Саудовской Аравией, лидером ОПЕК, было подписано секретное на тот момент соглашение по формуле «военная безопасность королевства» в обмен на торговлю нефтью в долларах и размещение последних в правильных банках и в правильных ценных бумагах. Это соглашение и стало фундаментом для рождения петродоллара, с которым планета теперь и живет, все еще считая его универсальным платежным средством. А то, что при новом уровне цен Штаты, Англия и Норвегия сумели распаковать нефтяные месторождения, разработка которых стала рентабельной, так ведь куда-то эта нефть и нефтепродукты из нее пошли, продавались, принося весьма и весьма серьезные прибыли всем компаниям, которые были допущены до дележки этого нового пирога. И это стиль. Стиль действий, прежде всего, англосаксов. Привлечь максимум внимания всей планеты к какому-то негативному для мировой экономики событию, при этом четко, в кавычках, обозначить виновника, и пока все эмоционально возмущены, отвлечены, получить свой гешефт, как можно более крупный и на как можно более длительный срок. Кто там что пытается говорить о присущем коллективному Западу единстве? Нет его, господа нехорошие, нет и никогда не было. Тут в ходу другой закон, закон курятника. Клюнь ближнего, обгадь нижнего, заберись повыше, чтобы самого не обгадили. Все прочие слова – это только слова. Те страны, которые критически зависели от импорта нефти, искали не только выход из кризиса, но и способы перестраховаться от повторения подобных событий. В 1973 году ОПЕК вступила за Сирию и Египет, пострадавшие от действий Израиля во время войны Судного дня. Но кто мог гарантировать, что ОПЕК не предпримет что-то аналогичное по другому поводу или вовсе без повода? Явно требовалось перестраховаться, чем страны Евросоюза и занялись. Именно в 70-е во Франции началось массовое строительство атомных электростанций. Это был ее сценарий. ФРГ, Австрия и Италия выбрали другой вариант, меркантильно решив, что СССР и долгосрочные контракты на поставки советских нефти и газа куда как надежнее, чем только и исключительно ОПЕК. Перестраховка страховки – углеводородные проекты в Алжире и в Северном море.
Но был и еще один запасной вариант – попытки разработать технологии, которые могли бы обеспечить страны ЕС электроэнергией не из ископаемого топлива. 70-е годы – это первый всплеск интереса к водородной энергетике, который, впрочем, быстро сошел на нет, поскольку в Европе в то время умели пользоваться калькулятором, в результате чего холодильник побеждал телевизор с разгромным счетом. А вот в таких направлениях, как фотовольтаика, то есть солнечные панели как источники электроэнергии, прогресс наметился, хоть и не сразу. К нулевым годам этого века страны ЕС стали несомненными лидерами в строительстве солнечных и ветряных электростанций, потому Киотский протокол оказался как никогда кстати. Прямое следствие его всеобщего подписания – это директива Еврокомиссии о возобновляемых источниках энергии 2009 года. Немаловажным фактором стали и программы энергоэффективности, но о них точно не сегодня. Директива Еврокомиссии на языке евросоюзовской бюрократии – документ, не подлежащий обсуждению. Его необходимо неукоснительно соблюдать всем европейским колхозам. И в этой директиве мы увидели вот всю эту красоту. Льготный режим финансирования и кредитования, преференции при закупке электроэнергии диспетчерами объединенных энергосистем, закупка электроэнергии солнечных и ветряных электростанций в первую очередь, вся традиционная генерация по остаточному принципу и так далее. И в том же 2009 году миру и граду Брюсселю был явлен третий энергопакет со всеми его изумительными нововведениями, но это мы в рамках геоэнергетики инфо разбирали уже неоднократно. Впрочем, если будут пожелания, могу и повторить, а заодно отдельно разобрать злоключения солнечной и ветровой энергетики в Евросоюзе, злоключившиеся и злоключающиеся стараниями неугомонного и удачливого Китая. В директиве АВИЭ квоты на выбросы тепловых газов, предусмотренные Киотским протоколом, из обязательств государств, ратифицировавших протокол, были превращены в квоты для отдельных предприятий и прежде всего для электростанций на территории стран Евросоюза. Углеводородные квоты, которые теперь и нам с вами в России стали знакомы. В том же 2009 году ЕС протащил в законодательство еще одно нововведение, которое, к сожалению, и сейчас оказывает негативное влияние на развитие энергетики и, следовательно, экономики России. В отличие от нашей страны, где гидропотенциал рек используется только на 20%, в Евросоюзе этот показатель куда как выше. Там все крупные гидроэлектростанции, возможные на их реках, уже успели построить. А строительство новых откровенно нерентабельно, поскольку приводит к затоплению земли, самого дорогого товара Европы. Опираясь на вполне научные исследования гидрологов и экологов Бразилии, европейские политики ввели градацию для гидроэлектростанции. ГЭС мощностью до 25 мегаватт относится к зеленым, более мощные уверенно зачислены в производители выбросов метана. В Бразилии, в тропиках, это действительно так, поскольку в водохранилищах скапливается всевозможная водная растительность, которая начинает гнить и действительно выделяет метан. Вот только какое отношение это явление имеет к Европе и уж тем более к России? Ответ известен, я уже несколько раз повторил. Задача всего прогрессивного и рукопожатного человечества – не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли даже в условиях неопределенности научных данных. И наше уважаемое правительство с удовольствием, с наслаждением выстрелило себе в ногу. Бей своих, чтобы чужие боялись. Энергетикам с огромным трудом, но все же удалось увеличить критерий малый ГЭС с 25 до 50 мегаватт. Именно так это в нашем законодательстве и выглядит. ГЭС мощностью 49,99 мегаватта малая, а потому зеленая, вырабатывающая возобновляемую энергию. А вот как только мощность гидроэлектростанции становится 50,1 мегаватта, все, сразу начинается апокалипсис. Вода с плотины падая становится то ли черной, то ли серо-бурмалиновой в крапинку, и даже норовит вообще исчезнуть, чтобы больше не возобновляться. Если кому-то сейчас вдруг послышалось известное высказывание Сергея Лаврова, я не виноват. Отправляйтесь изучать отчетность того же Минэнерго, чтобы убедиться в том, что у нас действительно две категории гидроэлектростанций – зеленые и прочие. Обалдевшая от такого сияния вельможно-чиновничьего разума, компания «Росгидро» заключила договор с Институтом физики и атмосферы Российской академии наук, ученые которого на протяжении 3 лет изучали ситуацию на водохранилищах 9 наших ГЭС во всех наших климатических зонах. Итоги экспедиции в научной периодике уже опубликованы.
Тропический спецэффект в России не наблюдается. Даже на нашем крайнем юге баланс производства и поглощения метана равен нулю. На севере поглощение метана значительно выше его образования. Повезет, мои внуки увидят, как эту новость внедрят в наше законодательство. Ну, если внуки долгожителями окажутся, конечно. Извините, отвлекся. Просто очень уж хотелось в очередной раз передать привет глубоко уважаемым правительственным чиновникам. В уже далеком 2018 году генеральный директор Росгидро на совещании в Комитете Государственной Думы по энергетике четко обозначил весь спектр законодательных препон, мешающих строительству в России крупных ГЭС. Список длинный, давайте бегом пройдемся. Компания, владеющая ГЭС, не имеет права эксплуатировать ее только по собственному разумению, играясь в рыночные игры. Режим сбросов воды из водохранилища определяют специалисты Федерального агентства водных ресурсов. И это совершенно правильно. Не хватало еще, чтобы в погоне за длинным рублем гидроэнергетики ниже по течению подтопление устроили. Или наоборот, не обеспечили необходимого запаса воды в осенне-зимний период, и объединенная энергосистема могла бы оказаться в дефиците. Автоматически возникает вопрос, а по какой причине ГЭС работают на общих рыночных условиях, аналогичных условиям тепловых электростанций? Второй момент. Водохранилища ГЭС являются государственной собственностью, но при этом обустройство ложа водохранилища – проблема исключительно компании-инвестора. Более того, расходы на решение всех экологических проблем при формировании будущего водохранилища, перенос населенных пунктов, объектов сельского хозяйства по действующим законам не могут быть отнесены к капитальным расходам компании-инвесторов. Нормальным языком? Иди вколачивай деньги в водохранилище, на что тебе даже кредит никто не даст. Мы потом проверим качество твоей работы, а после того, как водохранилище будет готово, заберем его в государственную собственность. Простите, а при таких условиях точно инвесторы могут быть обнаружены? Это я к тому, что если бы на правительственном уровне супротив ГЭС стояла отметка «Объект зеленой энергетики», это давало бы хоть какие-то преференции компаниям, идущим на такие проекты. Но ведь и того нет. Отдельная, конечно, тема. В этот раз я про нее вспомнил исключительно для того, чтобы показать. Зеленая демагогия вполне способна приносить совершенно реальные проблемы нашей с вами энергетики и, следовательно, экономики. Европейская директива о ВИЭ, несмотря на все обилие слов о защите климата от глобального потепления, имеет совершенно четкую денежную основу. Логика еврочиновников, если коротко. За счет требованиям ко всем государствам ЕС выводим производство ветряков и солнечных панелей на промышленно-поточный уровень, дабы и себестоимость уронить, и новые рабочие места создать. Второй шаг. Навязывая свое понимание способов борьбы с глобальным потеплением, начинаем тотальную глобальную технологическую экспансию на все страны, зачисленные в разряд развивающихся. Раз уж пришлось согласиться на финансирование фонда, предусмотренного Киотским протоколом, задача этого фонда – помогать озеленять энергетику развивающихся стран, то деньги, которые придется зачислять под эту теперь уже ООНовскую программу, нет никакого резона выпускать из рук. Сами деньги в фонд закинули, а из фонда вытащили и передали своим же производителям солнечных ветряных электростанций. Красиво ведь? Вот по этой причине активнейшим образом шла самая откровенная пропаганда, финансировались всевозможные зеленые партии, движения и прочие Греты вместе с Тунбергами, а до кучи еще и Аналены вместе с Бербеками. При этом своих никто жалеть не собирался. В платежках за электроэнергию у граждан стран ЕС появилась отдельная строка «Зеленая надбавка». Вводились углеродные квоты, они же квоты на выброс тепловых газов, которые достаточно быстро стали платными. Их стоимость постепенно росла, превращаясь в очередной биржевой спекулятивный элемент. Суммы реально превращались уже и в триллионные, несмотря и невзирая на кризис 2007 года. Этот экономический кризис, если кто забыл, весьма основательно прошелся по России. Наши деятели, действующие по схеме «продадим углеводороды на Западе любые технологии купим», впервые на своих шкурах и на своих кошельках обнаружили действие народной мудрости «и не пей воды из лужи, плюнуть пригодится». То, что за всей этой многоголосицей про спасение от вот-вот неминуемо приближающегося глобального потепления торчит мурло любителей золотого тельца, для тех, кто у нас в России внимательно отслеживал все эти климатические маневры, было очевидно. Вот только механизмов, которые могли бы остановить или притормозить грядущее технологическое наступление коллективного Запада на всю планету разом, у нас было минимальное количество.
Куда ни кинь, везде и всюду эффективный частный собственник, норовящий думать про здесь и сейчас, а не про какие-то там отдаленные перспективы, пусть они и важны со стратегической точки зрения. Но один инструмент, в кавычках, имелся. Заботливо сохраненный в государственной собственности организационно перестроенный атомный комплекс. На всякий случай напомню, что дата создания государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» 1 декабря 2007 года. К этому времени большая атомная тройка в составе США, Франции и СССР, которые были главными строителями атомных электростанций в прошлом веке, благополучно самоликвидировалась. Нет, не потому, что с политической карты исчез Советский Союз, а потому что 30-летняя атомная пауза в Штатах и во Франции привела к утрате ими компетенции во всем, что касалось строительства новых АЭС. Как бы мы ни ругали выдающегося политического деятеля Ельцина Бориса Николаевича, которого для краткости очень удобно называть по аббревиатуре, исключительно черной краской его рисовать не стоит. 1999 год. Дата подписания контракта с Китаем о строительстве АЭС Тяньвань, что стало наглядным свидетельством того, что Россия сохранила потенциал своего атомпрома. Да, первые 4 блока Тяньваньской АЭС построены на базе реакторов ВВР-1000, относящихся к третьему поколению без плюса, но есть парочка нюансов. Эти реакторы выполнены в так называемом сейсмоопасном исполнении. Раз. 2. На этих блоках уже были предусмотрены и были установлены ловушки расплава, хотя проект реактора был разработан в прошлом веке, за 1,5 десятка лет до катастрофы на японской атомной электростанции Фукусима-Дайичи. Такое вот стальное доказательство того, что научная, конструкторская, инженерная школа нашей атомной промышленности не только выживала, но и весьма успешно развивалась. Кроме китайского контракта, еще в 1997 году было возобновлено строительство третьего энергоблока Калининской атомной электростанции. В 1998 возобновилось строительство первого энергоблока Ростовской атомной электростанции. В 2002 там же возобновили возведение и второго энергоблока. В 2007 стартовал крайне амбициозный на тот момент проект. На Нововоронежской АЭС было начато возведение 6 и 7 блоков на базе реактора ВВР-1200, полностью относящихся к технологии 3+. Да, наш Минатом в 2004 году проиграл тендер в Финляндии, победителем которого стала блистательная французская Арева, но история строительства атомной электростанции Олкилуота совершенно отдельная. Росатом не только сохранился, но уверенно шагал вперед, комплексно развивая все свои подразделения – научные, конструкторские, инженерные, добычные, машиностроительные. Самое мощное доказательство всему только что сказанному, на мой взгляд, является то, что даже в жуткие 90-е годы Минатом России продолжал проект атомного реактора, который на международном уровне относится к поколению 4, или, если угодно, к Generation 4. Согласно программе развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 годы и на период до 2010 года была продолжена разработка проекта реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем электрической мощностью 800 МВт, он же знаменитый БН-800 в составе Белоярской АЭС. В 1997 году проект получил все необходимые лицензии Ростехнадзора. Строительство уникального для мировой атомной энергетики объекта стартовало, несмотря на все финансовые проблемы. Конечно, список того, что продолжал делать и развивать Минатом, а затем Росатом, можно зачитывать очень долго, но в сегодняшней передаче нам важен сам факт. Россия нашла силы и возможности для того, чтобы продолжить развить и приумножить самую высокотехнологичную энергетику – атомную. Ту самую, которая безуглеродная, но в отличие от энергетики солнечной, ветряной, в отличие от гидроэнергетики, имеет нулевую климатическую зависимость. Медленно, но верно мы формировали асимметричный ответ всей зеленой демагогии. Атомная энергетика соответствует всем климатически-демагогическим требованиям, но при этом способна эффективно обеспечивать формирование крупных, надежных, сбалансированных объединенных энергосистем в развивающихся странах. А это для таких стран, если называть вещи своими именами, шанс избежать участи недобровольного донора для западных хищников, не желающих расставаться с колониальными инстинктами. Кроме наших собственных усилий в развитии атомной энергетики, у Минатома, Росатома уже в начале века появилась существенная международная поддержка. В 2001 году шведская инженер-физик Агнета Ризинг, работавшая к тому времени в отрасли уже более 20 лет, смогла реализовать инициативу по созданию World Nuclear Association, Всемирной ядерной ассоциации.
Вот это тот редкий случай, когда я, с вашего позволения, буду использовать английскую аббревиатуру, поскольку нашинскую аббревиатуру ВИА выговаривать как-то и неприлично. ВНА не родное, но лучше уж оно, согласитесь. Задача ВНА – всемирное продвижение атомной энергетики во всем мире, в каждой стране. Пропаганда, в лучшем значении этого слова, достоинств этой самой передовой отрасли энергетики. Да, такая же задача должна решаться МАГАТЭ. Но Агната Ризинг видела, что этого недостаточно, поскольку МАГАТЭ сотрудничает с правительственными органами стран-членов. ВНА – это такой своеобразный ядерно-энергетический профсоюз для компаний, имеющих хоть какое-то отношение к атомной энергетике. Конструкторские, инженерные и инжиниринговые компании, машиностроители, да даже юристы, если они способствовали разработке национальных законодательств по требованию договора о нераспространении ядерного оружия. Так работа по продвижению атомной энергетики в наше время делится. МАГАТЭ – уровень правительств, ВНА – уровень компаний при сотрудничестве друг с другом. Поскольку ВНА – это действительно банда профессионалов, то тут никакой борьбы идеологии не наблюдалось. Трезвая оценка показывала нарастающее лидерство Росатома. И этому никто не возражал, не противился, не строил противную морду лица. Специалисты ВНА настойчиво клевали западных политиков в голову, в надежде на то, что удастся найти хотя бы зачатки мозга. В активной зоне реактора не происходит химическая реакция горения. На АЭС не образуется ни один из 6 тепловых газов. АЭС не зависит от времени года, от туч на небе и от розы ветров. Атомная энергетика вписывается в требования Киотского протокола. Атомная энергетика позволяет держать баланс объединенных энергосистем. Но результаты поиска мозгов особо положительными не были. И вовсе не потому, что мозгов в головах не было. Имеются они там, имеются. Только заточено под другое. Им бы денег, да побольше. А тут что? Согласишься с аргументами ВНА? Киотский протокол будет соблюдаться. Но это же будет означать беспрепятственный марш Росатома по всей планете. И что в этом хорошего, если заработок европолитиков шел от компаний, возводивших солнечные ветряные электростанции? С ума сойти. Это же не только жить на одну зарплату, это же прямое нарушение интересов спонсоров, которые теплые места в евросоюзовских структурах обеспечили. Борьба шла с переменным успехом, поскольку с одной стороны много денег и тот самый великий принцип не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли даже в условиях неопределенности научных данных, а с другой как раз таки полная определенность научных данных и здравый смысл. К мнению ВНА стали прислушиваться те, кто реально занимался функционированием и развитием объединенных энергосистем стран Евросоюза, которым базовая генерация, не зависящая от климатических явлений, казалась и кажется крайне необходимой. В конце нулевых годов жесткого противостояния России и Европы еще не наблюдалось. Сотрудничество атомщиков всех стран развивалось без влияния политиков. В качестве примера могу напомнить, что новый блок Нововоронежской атомной электростанции на базе реактора ВВР-1200 был признан лучшим в мире в профессиональной американской прессе. И никто этого не стеснялся, никто этим не возмущался. Так что как знать, чем бы закончился этот раунд сражения здравого смысла и климатической повестки, если бы не случился март 2011 года и катастрофа на японской атомной электростанции Фукусима-Дайичи. Антиядерные настроения практически мгновенно были раздуты до уровня истерики. Радиофобия ширилась и множилась. Именно в это время Германия приняла решение о закрытии всех своих АЭС. Но она была далеко не одинока. Одновременно с ней о том же голосовали парламенты Бельгии, Испании, Италии и далее по списку. Огромную работу в тот период вела МАГАТЭ, эксперты которой выявили все причины тяжелой аварии на Фукусиме. От сугубо организационных со стороны компании-оператора ТЭПКО, Tokyo Energy Power Company, до конструкционных недочетов, которые имели место быть, несмотря на соответствующие рекомендации со стороны МАГАТЭ. Опять же, о причинах аварии на Фукусиме Геоэнергетика Инфо уже рассказывала. При желании могу повторить, но сегодня о другом. В результате работы МАГАТЭ был сформирован так называемый постфукусимский кодекс безопасности. Список дополнительных систем безопасности, которые обязан иметь каждый действующий атомный энергоблок на планете. После этого МАГАТЭ провела ревизию всех энергоблоков. Огромная работа, но она действительно была крайне необходима, хотя и привела к неизбежному результату. В общей стоимости атомных энергоблоков стоимость систем безопасности теперь составляет от 30 до 40%. Просто для примера.
В составе реакторов ВВР-1200 насчитывается 36 активных и пассивных систем безопасности для всех узлов и агрегатов. Но при этом конструкция именно этого реактора претерпела наименьшие изменения. Другим компаниям-вендорам пришлось еще сложнее. Вот попробуйте просто представить, что такое завести ловушку расплава, которая весит тонн 700, под корпус реактора, сохранив целостность всех конструкций. Но в любом случае, сторонники атомной энергетики, в том числе и ВНА, вынуждены были вести оборонительные действия, а вот активисты зеленой повестки перешли к еще более агрессивной атаке на здравый смысл. Именно в 2011 году Еврокомиссия окончательно сформулировала перспективную модель европейского газового рынка, которая стала внедряться с 2019 года. Та самая модель, которую Урсула фон дер Ляйен, любуясь в августе 2022 года на цены природного газа в $3000 за 1000 кубометров, охарактеризовала как «у нас прекрасная модель рынка, просто временные обстоятельства не всегда ей соответствуют». В начале десятых годов постепенно складывалась в набор слов еще и так называемая формула энергоперехода. До этого момента никакие формулы энергопереходов никому не требовались. Переход от превалирующей роли дров к таковой же для угля, а затем к нефти, происходили по мере развития технологий. При этом полного отказа от предыдущего энергетического ресурса не происходило. Все определяли экономические условия. Но вскоре после заключения Парижского соглашения по климату формула энергоперехода была буквально постулирована. Этот самый Energy Transition является, цитирую, глобальной трансформацией энергосистем, включающая в себя 4 элемента – энергоэффективность, декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию. Энергетический переход, само собой, нацелен на решение климатических проблем путем полного отказа от угля, нефти и природного газа, но при этом, что особенно удивительно, он должен состояться без нарушения баланса безопасности и доступа, баланса экологической устойчивости, баланса экономического развития и доступа. Нам в России, скажем честно, повезло с тем, что мы можем наблюдать за тем, как энергопереходит Евросоюз, не принимая участия в этом откровенном безумии. Судя по всему, во время этого перехода промышленность, да и население никто кормить не обещал. Совсем уж свежий пример. 5 ноября сего года доля ветрогенерации в балансе Германии составила более 30%. Оптовая стоимость киловатт-часа – 12,8 евроцента. 6 ноября внезапно наступил практически полный штиль. Доля ветра упала до 6,5%. Срочно пришлось импортировать электроэнергию от соседей и выводить на полную мощность газовые электростанции. В результате оптовая стоимость киловатт-часа 82,5 евроцента за сутки. Такой вот энергопереходный энергопереход. Потому еще раз повторю, как же здорово, что Россия наблюдает за этим цирком с конями со стороны. Несмотря на всю эту зеленую вакханалию, сторонники атомной энергетики сдаваться не собирались. На их стороне здравый смысл и наработанный опыт, обеспечивающий надежное, безопасное, бесперебойное обеспечение электроэнергии всех, кто испытывает в этом необходимость. Понимая, насколько сложное время настало, Агнета Ризинг, фактически создатель ВНА, в 2013 году возглавил эту организацию. К 2014 году работа МАГАТЭ по проверке АЭС планеты на соответствие постфукусимским требованиям по безопасности была завершена. А годом позже, в сентябре 2015 года, произошло событие, которое дает мировой атомной энергетике серьезные шансы не только на ее сохранение, но и на активное повсеместное развитие. Нет, я не о Парижском соглашении о климате, в котором по сравнению с Киотским протоколом ровно одно серьезное нововведение. В нем обозначен числовой показатель, за который мы теперь обязаны неистово сражаться. Не допустить к 2050 году повышения глобальной температуры планеты больше, чем на 2 градуса Цельсия, а оптимально не выше 1,5 градусов. Метод для этого определен все тот же – Energy Transition, энергопереход, ничего нового, просто очередной раунд борьбы за деньги, за очень большие деньги. Но климатический саммит в Париже 2015 года – это был декабрь. А в сентябре Генеральная Ассамблея ООН приняла совсем другой документ, в очередной раз доказав, что не все 100% аппарата ООН тотальные мздоимцы. Были сформулированы цели устойчивого развития ООН, 17 штук. На диаграмме, разумеется, текст краткий, потому цели номер 7 и номер 13, с вашего позволения, я зачитаю полностью, без искажений. На диаграмме цель номер 7 – недорогая и чистая энергия.
В тексте документа ООН цель номер 7 – обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Передергивание, замена понятий вполне очевидна. В оригинале документа ООН слово «чистое» отсутствует. Нет в этом документе ни слова, ни байта про возобновляемые источники, про солнечные ветряные электростанции. Источники энергии должны быть общедоступными, недорогими и надежными. Такое вот доказательство того, что люди, разрабатывавшие этот документ, действительно о людях думали, а не, простите за французский, о том, как бабла накосить по-легкому. Цель номер 13 на диаграмме – борьба с изменениями климата. В документе ООН она же принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями. Точка. Нет тут слова «энергопереход». Нет никакой декарбонизации. Нет требования об отказе от ископаемых источников энергии. Нет требования об отказе от атомной энергетики. Устойчивое развитие планеты Земля по документу ООН – это прежде всего борьба с нищетой и голодом, борьба за повышение уровня здравоохранения и образования, за общедоступность чистой воды. Любой, кто утверждает, что устойчивое развитие – это про зеленую энергетику, про ESG, про отказ от угля, врет. Врет либо из-за собственной неграмотности, либо сознательно. Но это вранье в любом случае несет пользу для тех, кто жаждет денег, да побольше, на словесне про глобальный климат с потеплением. Не первый раз говорю об этом, продолжая надеяться быть услышанным. В любом случае, мы невооруженным глазом видим в ООН две группы влияния. Одна про климат и энергопереход, то есть про деньги. Вторая действительно хочет хотя бы что-то сделать для цели устойчивого развития номер 1 и 2 для борьбы с нищетой и голодом. Возвращаемся к World Nuclear Association, к ВНА и Росатому, памятуя о том, что атомные технологии – тот козырь нашей с вами России, который не способны перебить ни противники из числа тех, кто относится к коллективному Западу, ни у наших ситуативных союзников в лице Китая, Индии и интеграционных проектов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Агнета Ризинг совершенно профессионально оценила темп, который к концу 2015 года набрал Росатом. На тот момент корпорация ввела в эксплуатацию Бушерскую АЭС в Иране, ввела строительство атомных электростанций одновременно у нас дома, в Белоруссии, в Индии, в Китае, в Турции. Были подписаны договоры о строительстве с Египтом, Венгрией, Финляндией. Ризинг видела и здраво оценивала уровень сотрудничества Росатома с немецкими и французскими компаниями, закрывавшими своим соучастием слабые места Росатома. Турбины и АСУ-ТП, автоматизированная система управления технологическими процессами. Компании Alstom и Siemens, во-первых, уверенно выполняли договорные обязательства и, во-вторых, снимали противодействие со стороны того самого коллективного Запада. Как возражать действиям Росатома, если в каждом зарубежном проекте присутствуют многомиллионные заказы для этих уважаемых европейских компаний? Значительную поддержку Ризинг, которая постепенно все больше убеждалась в том, что именно Росатом может и должен стать рабочей лошадкой для всей мировой атомной индустрии, вокруг которой можно группировать все компании, сосредоточенные в составе ВНА, оказали блистательные Соединенные Штаты Америки. Нет, я не шучу. В марте 2016 года американская компания Westinghouse, один из лидеров атомного электростроения, начала процесс добровольного банкротства. Удивительный, но факт. В том же году по тому же пути отправилась еще и французская Арева, которая в 2018 году была переименована в Орано. Но переименование дело 25-е. Важнее то, что от банкротства французских реакторостроителей спасло активное вмешательство государства и бронзбойтное вливание бюджетных денег. Ставим галочку. 2016 год является датой окончательной смерти бывшей большой атомной тройки. При этом даже самые ярые русофобы не могут упрекнуть Росатом в том, что это он погубил своих конкурентов. Принято считать, что Westinghouse и Арева умерли естественной смертью. Да, подразделение Арева, отвечавшее за строительство атомных энергоблоков, Арева НП, остается в руках французского государства. Оно было выкуплено компанией EDF. Французы могут, если хотят, даже гордиться этим. Вот только за минувшие с момента этой сделки 7 лет у EDF ни одного нового зарубежного проекта не появилось. Да и в самой Франции дела из рук вон. Но это отдельная история, как и то, как идут дела на финской атомной электростанции Олкилуота. В общем, после вот таких событий 2016 года у Агнеты Ризинг исчезли любые сомнения в безусловном лидерстве Росатома.
И она вполне четко сформулировала план работы для World Nuclear Association. Отдаем строительство ядерных островов атомных станций в руки Росатома и всем нашим атомным профсоюзам впрягаемся в обеспечение всего остального, от юридической поддержки до электрической составляющей атомных энергоблоков. Она же, Агнета Ризинг, была автором-изобретателем новейшего варианта зеленой демагогии. Именно она на всех международных форумах первой начала рассказывать о том, сколько именно тонн углекислого газа не попадает в атмосферу благодаря атомным электростанциям. На фоне всех остальных преимуществ атомной энергетики это нечто микроскопическое, но в обстановке всеобщей зеленой истерии на критиков действует уничтожающе, на потенциальных сторонников гипнотически. В свою очередь, и Росатом не стал сидеть сложа руки. Опираясь на сформулированные цели устойчивого развития ООН, наша корпорация, которую, напомню, в 2016 году возглавлял еще Сергей Кириенко, выдала на гора концепцию зеленого квадрата. Цель номер 7, то есть обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, это база, без которой реализация целей с 1 по 6 невозможна в принципе. Но и про цель номер 13 забывать не будем. И про распрекрасное Парижское соглашение о климате тоже вспомним. В современном мировом энергетическом балансе более 80% это нефть, уголь и газ. Эту долю можно относительно безболезненно сократить до 50%. Остальные 50% – технологии, не использующие химическую реакцию горения. Солнце, ветер, вода и атомная энергетика. Солнечная и ветровая генерация климатически остро зависимые. Колебания объемов производства суточные. Гидрогенерация испытывает полугодовые колебания, потому на всех на них 25%. Оставшиеся 25% должны приходиться на атомную генерацию, стабильную, надежную, не зависящую от туч, скорости ветра и таяния снега, да еще и безуглеродную. Ничего не напоминает? Российская энергетическая неделя, 2021 год. Выступление Путина на пленарной сессии. Россия берет на себя обязательство выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, добившись следующего энергетического баланса. 20% гидроэлектростанция, 25% атомная электростанция, 12,5% солнце и ветер, прочая тепловая генерация. Но это я так, к слову, в качестве анонса. Агнета Ризинг среагировала практически мгновенно. Уже в 2017 году по ее заданию, как генерального директора ВНА, банда инженеров из этого атомного профсоюза разработала программу под названием «Harmony» – «Гармония». Собственно говоря, это та же концепция зеленого квадрата, но уже обработанная инженерным напильником. Учтено, сколько атомных энергоблоков до 2050 года предстоит остановить по окончании периода эксплуатации. Высчитано, сколько нужно построить новых атомных энергоблоков, дабы добраться до тех самых 25% в мировом энергобалансе. Итог вычислений по состоянию на 2017 год получился грандиозным. До 2050 года необходимо было бы ввести в строй атомных энергоблоков общей мощностью 1000 гигаватт. Но на тот момент в запасе было целых 33 года. То есть программа «Гармония» предусматривала строительство 33 гигаватт атомных мощностей в год. Много? Да, даже в ВНА были те, кто проскрипел: «Агнета, тормози, Агнета, прикрути». На что дама только хмыкнула. Мужчина вы или как? В 70-е годы прошлого века в год получалось строить по 40 и даже по 45 гигаватт в год. Так что хватит бурчать, держите строй. Почесавшись в затылках, инженеры предложили следующий календарный график, исходя из условия, что один атомный энергоблок равен 1 гигаватту мощности. С 2017 по 2020 годы разминаемся, строим по 10 блоков в год. После 2021 года разгоняемся до 25 блоков в год. С 2025 года выходим на крейсерскую скорость 35 блоков в год. Ризинг, глядя на слегка побледневшее руководство Росатома, нашла чем приободрить. Не робеем, Китай тоже подтянется, а там, глядишь, франко-американцы и прочие хотя бы с атомными электростанциями малой мощности подтянутся. Все, что смогли спросить в Росатоме, так только: Агнета, а где денег-то взять? Спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон. Смотрите сюда.
Я тут прикинул, сколько экономии на выбросах углекислого газа дает каждый атомный энергоблок. Прекратить хихикать. Эти умные ничего другого воспринимать уже не способны. Там солнечными панелями мозги выжгло, а ветряками пепел по миру развеяло. Собираем бригаду и по календарному графику, чтобы каждый день про борьбу с потеплением кто-нибудь из наших повторял. Еще вопросы есть? Агнета, они ж тупые. Не будут слова воспринимать, будем хоть танцами объяснять и муары на стенках рисовать. А мое мнение за меня через несколько лет Сергей Лавров выскажет, я уже договорилась. Я бы и сама могла, но у меня с русским плохо, а в шведском языке с идиомами плохо совсем. Результат, если присмотреться, хорошо виден. Даже если потыкать палочкой в кого-то из задремавших руководителей Росатома, любой из них, не открывая глаз, выдаст что-нибудь вроде «Сначала работа первого атомного энергоблока в общей сложности в атмосферу не попало 2 миллиарда тонн углекислого газа». К сожалению, подобную абракадабру они вынуждены повторять даже у нас в России, где развелось немалое количество борцов за декарбонизацию, улавливание углекислого газа, за электрозаправки по 5 штук на каждом столбе и прочую деятельность, вердикт которой наша Академия наук отчеканила уже 20 лет назад. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Авторитета Агнеты Ризинг хватило для того, чтобы программа «Гармония» была в 2020 году взята на дальнейшее изучение одним из департаментов ООН с целью предложить ее всему сообществу наций. Но пока этот период изучения продолжается и продолжается. 2020 год – это важный рубеж в противостоянии климатической повестки и здравого смысла, потому о нем в следующей передаче цикла.